остановка с кондиционером. Всем привет! Приехали в Абу-Даби, заселились в отель Кристалл, снимали Делюкс, но нам дали бесплатно люкс. Ну, за те же деньги, не бесплатно, стоит недешево. Ну, в Абу-Даби все стоит недешево. Такой отель, ночь стоит 6000 рублей. Ну, шикарная кровать, много окон, вид из окна прикольный на небоскребы. Ночью, наверное, будет красиво. Ванная комната такая просторная. Все чисто, аккуратно. Приятный отель. Даже какие-то ништяки есть. Цены, конечно, здесь на фудкорте впечатляют. Взяли суп, назывался Том Ян, ну такой он какой-то жиденький. Стоит 800 рублей на наши деньги. А суп просто куриный, без ничего. Без ничего, да. Просто без ничего стоит 400 рублей. Такая кафешка. Эфир 49,95. 1000 рублей. Тростниковый сок делают. Зашли вглубь Абу-Даби. Вот так выглядят обычные панельки эмиратские. Красиво строят. Морепродукты недорогие. Крабы по 400 рублей килограмм. Много всяких рыб. Есть и за 200 рублей килограмм, и за 300. Тунец 300 рублей килограмм. Манго недорогой, $3 килограмм. Разные есть на вид. Есть страшные мохнатики. Купил себе большой контейнер кокосовой стружки за 5,45 дирхам, ну примерно $1,5. Вот в такой высотке живем на 11 этаже. Абу-Даби, вид с нашего отеля. В отеле есть такой спортзал бесплатный, все включено. Бассейн небольшой, хамам, спа. Вот с таким видом можно побегать на дорожке. Купили карту проездной на неделю безлимитный по Абу-Даби за 40 дирхам. Едем на автобусе. Здесь даже есть USB зарядники для телефона. Такие отельчики здесь попадаются. На рынке купили морепродуктов. Сейчас пойдем готовить. Вот взяли таких лобстеров. Одного лобстера, креветок. Сейчас нам приготовят. Система на рыбном рынке такая. Выбираете рыбу. Потом к вам сразу там практически подходит человек, предлагает ее приготовить. Ее готовят, а снаружи можно поесть. Принесли нашу еду, правда, вместо обещанных 10 минут мы ждали, пока нам их пожарят на гриле минут 40-50. Но зато в ресторане мы бы за одного лобстера, вот такого, ну может чуть менее сгорелого, мы бы заплатили $40, а здесь все эти морепродукты нам вышли где-то в районе $30-35. 10 креветок, какая-то рыба морская и лобстер. Сидим на заднем дворике, едим. Пришли в этническую деревню в Абу-Даби. Смесь утюга с пистолетом. Ружья очень длинные. Есть музей оружия. Лодки древние. Вот в таких домиках они жили, пока не нашли нефть. У нас все еще в таких домиках живут, хоть и нефть нашли. Можно зайти в домики, посмотреть их изнутри. Так они жили. Дома из пальм. Это туалет, душ. Множество разных мастерских ремесленных того времени.
Вход на территорию парка бесплатный. Сумочки. Лампы Аладдина. Потрем, может что вылетит. Не вылетает джин. Подделка. Козы. Есть даже бык. Это какой-то прям ужасный. Уличная торговля. Можете купить себе сувенир. Место, где шейхи лежали. Смотрели за всякими шоу-программами. Верблюжьи бои. Верблюжьи бои, наверное. Мы нашли его. Вот он. Кс-кс. Есть также лошадь. Газель. Маленькая. В общем, парк, с учетом того, что это все бесплатно, очень даже хороший. Красивые небоскребы, широкие дороги, пальмы, инфраструктура для велосипедистов. В общем, все красиво, все для людей. Пришли на пляж. Людей нет, но может быть то, что зима, конец февраля. За такие 2 шезлонга, зонтик и вход на пляж заплатили $20. Недешево. Но есть души, есть переодевалки. С водой здесь интересная вещь. Водичка прохладная, но конец февраля, в принципе, нормально такая. Бодрая, градусов 20, наверное. 19, может. Вот. Но у них все огорожено вот этими буйками. То есть там глубина по пояс. Дальше, чем по пояс, нельзя зайти. Сидит спасатель, который свистит в случае чего. И водичка не идеально чистая. Пакет от дошика какого-то плавает. Еще какой-то мусор. Ну, виды красивые. Все, я дошел до буйков. Стою по пояс в воде. Смешно. Как тут плавать, конечно, непонятно. Прикольно, что спасатели здесь во всеоружии сидит с этим плавсредством наперевес. Правда, непонятно, как здесь можно утонуть, когда тебе по пояс. Но, видимо, у них такая работа хорошая. Закат. Вот так выглядит бесплатный пляж. В принципе, он не хуже платного. На бесплатном пляже также есть душ, туалеты бесплатные. Можете пройтись по камушкам бесплатно, полечиться. Разного размера. Повсюду красивые небоскребы. Погода резко сменилась. Подул ветер с какой-то пылью. Пылевая буря, наверное, начинается. Дороги широкие. Красиво переливается небоскреб в темноте. Вечерний Абу-Даби. Месяц какой-то неправильный, перевернутый. Нашли хорошее заведение. Каждому по блюду: салат, фреши, фреш из манго, фреш из апельсинового сока, супы. Это стоит все нам $20. Вкусно. Интересно, как едят местные. Сейчас попробую снять руками. Прям по локоть в рисе. Прикольно. Цены недорогие. Вот салат мы съели 8,50, очень большая порция салата. Супы брали тоже по 8,50. Но единственное, учитывайте, что часто попадается острое, можно спрашивать. Не всегда это помогает. Они все равно приносят острое, но какая-то вероятность есть, что принесут не острое. Имейте в виду. Такие в среднем порция 13,50, 17 рублей 300. По местным меркам дешево очень. Бургер я съел вкусный. Вот такой комбо взял. Пепси, картошка 18,50. Порции очень большие.
Имейте в виду, на двоих, в принципе, одной порции может хватить. Шейки вкусные. Вот мы брали оранж, манго, 11 большой стакан. Ну, реально большой стакан. Он стоит это 220 рублей на наши деньги. Рядом с торговым центром на улице установлены такие шатры от солнца. В них можно удобно подождать автобус нужный. Небоскребы огромные просто. Сейчас вот в один из этих пойдем наверх. Инфраструктура в Абу-Даби. Такие остановочки. Заходишь внутрь, а здесь кондиционер. И просто можно шикарно подождать автобус. Тонированные стекла. Не видно все автобусы. Не то что в Мурманске, открытые остановки в минус 30. Удобно, комфортно. Рядом с небоскребами Etihad Towers расположен самый дорогой отель. На входе уже шикарная такая дорожка. Можно абсолютно бесплатно зайти, посмотреть. В интерьере использовано золото. Покрывает 6000 квадратных метров общей площадью. Также люстры, 1000 люстр с кристаллами Сваровски. То есть можно все-таки сделать хорошо за 3 миллиарда долларов. Можете спокойно отдохнуть, посидеть на диванах дорогущих, посмотреть на картины. В этом отеле самая дорогая стоимость недели проживания. Неделя проживания стоит 1 миллион долларов. Ну, all inclusive, я думаю. Вряд ли только завтраки. Кругом золотые интерьеры. Можете попить кофе. Позолота, кстати, здесь используется не простая 585 проба, как у нас везде, а 916. То есть практически чистое золото. Бесплатный туалет. Как музей. В общем, неплохой отельчик. Зайти, переждать жару. Здесь достаточно много мест, где можно погулять, посмотреть. Постояльцы с обычными туристами не пересекаются. Но зато туристам такой бесплатный Эрмитаж. Можете выйти на такую террасу. Можете пообедать в такой обстановке. Но думаю, это будет недешево. Цены, говорят, здесь очень амбициозные. Послушать живую музыку. В коридорах стоят пальмы. Зал приятный для обеда. Ну, как и все здесь, в принципе. На входе в ресторан стоит секьюрити и не пускает. Говорит, что если вы будете посещать ресторан, то я вас пущу. Но есть лайфхак. Мы его случайно открыли. Если идете вот туда, в правую галерею, то вы можете справа обойти этого секьюрити и выйдете в тот же ресторан, только сзади. Там уже никого нет. Красивые интерьеры посмотрите заодно. И ресторан. В общем, это непонятно для нашего человека, как можно построить за 3 миллиарда долларов отель и бесплатно пускать туда туристов. У нас бы давно поставили бы шлагбаум и брали за это деньги. И вид из отеля неплохой на небоскребы Etihad Tower. Сейчас пойдем туда. Ничего, такая машинка. На 74-м этаже есть смотровая площадка. Можно даже будет попить кофе. Местные воробьи, конечно, отличаются от наших. Салон Aston Martin. Must have в Абу-Даби. Красивая. Она старая. 2017 года. Всего 800 тысяч. Это 16 миллионов рублей. Почти даром. Смотровая площадка находится в башне номер 2 на 74-м этаже. Красивый вид открывается со смотровой площадки. Она же ресторан. По кругу башня. Высоко.
Вот так выглядит Абу-Даби 74 этажа. Это самая высокая смотровая площадка в Абу-Даби. Стойка еще идет. Некоторые острова еще пустые. Сидим в кафешке на 74 этаже. Единственное, мы не поняли пока оплату. Мы уже все посмотрели. В принципе, можем уйти. Деньги за смотровую площадку с нас так и не взяли. Но где-то в интернете мы читали, что стоит 95. И из них 55 можно проесть. Цены амбициозные. Капучино стоит 800 рублей на наши деньги, 40 дирхам. Салат 30. Итого перекусили мы за 121 дирхам. Это примерно 2400 рублей. Вот так выглядит закат. Вот это отель Эмират Пэлас, в котором мы были за 3 миллиарда долларов. Президентский дворец там дальше, туда пойдем еще. Закат. Только стекла здесь грязные. Едем на такси в Белую мечеть. Такси здесь очень просто взять. Они ездят по счетчикам, то есть садитесь, говорите, куда вам надо ехать. Такси стоит здесь недорого. Относительно из аэропорта мы доехали на такси, заплатили меньше 2000 рублей. Комфортно, с кондиционером, чисто. Самая большая мечеть Эмиратов. Из Абу-Даби до мечети мы доехали за 40-37 дирхам, проехали 17 километров. Для входа в мечеть заходите в такой большой белый шар, купол, и под землей будет вход в мечеть. По дороге в мечеть здесь очень много магазинов. Можете купить себе платок, если нужно. Сколько стоит платок? 52,50, но не дешевые платки. Land Rover классный стоит в магазине. Подготовились для входа в мечеть. Обязательно, чтобы у женщин не было там ни одного сантиметра кожи нигде видно. Да, иначе не пускают, имейте в виду. Ну, мужчинам, естественно, дресс-код чуть попроще. Мы это сделали, прошли все досмотры и очереди. Людей много, все идут вот по таким очередям. Сейчас идем внутрь. Конечно, она огромная. Вместимость у нее 41 тысяча человек. Главная площадь при входе в мечеть. Нам с погодой еще повезло, не жарко. Если бы было солнце, было бы очень жарко. Вот эта люстра в главном зале в книге рекордов Гиннесса, она 15 метров в высоту и 10 метров в ширину, в диаметре. Ковер тоже самый большой ковер в мире, сделанный вручную специально для этой мечети. Можно подойти посмотреть. Вес этого ковра 35 тонн. Люстра, конечно, шикарная. В общем, мечеть большая, белая, красивая. Но как-то здесь все этими дорожками огорождено. Шаг вправо, шаг влево. Нельзя. Ну, не очень прикольно. Если честно, самый вот большой, самый дорогой отель мы смотрели. Он нам больше понравился. Там как-то больше локаций. Можно побродить, посмотреть. Здесь все достаточно быстро. Взглянуть, ну так, час максимум, ну плюс час, наверное, на очереди. И на одежду, на униформу, особенно для женщин. Закрывать нужно все, как в космос. Еще нюанс, обязательно нужно зарегистрироваться на сайте, потому что они как-то странно, выборочно спрашивают у людей QR-коды. У меня у жены постоянно спрашивали, но она, видимо... Особо подозрительно. Территория большая мечети, но по ней побродить не дают. Сразу везде security. И направляют тебя в сторону выхода. По-доброму, позитивно, то есть тебе даже не разрешают куда-то идти, но все очень уважительно подходят, говорят, что, мол, нельзя,
можно купить кусок мыла в виде слитка золота за 48 дирхам, 15 долларов, или верблюда. Верблюд почти даром, 61 тысяча, это 1 200 000. Вот такой красавчик. Посадка в такси стоит 5 дирхам. Попали в абу-дабскую пробочку. Но дорога широкая, 6 полос. Интересные небоскребы. У них эти защитные ракушки, это специально сделаны от солнца. И они движутся. Днем они закрываются полностью, к вечеру открываются. В общем, интересная конструкция, динамическая. А вот нашел, кстати, цены на такси. Кому интересно, можете остановить, почитать. Пришли еще раз на рыбный рынок. В прошлый раз нам здесь понравились цены, морепродукты. Заказали такого гигантского лобстера, просто огромный. Каких-то гигантских креветок. А вот это вот обычные королевские креветки, а вот это гигантские, понимаете, такая разница. И огромную рыбу. Ну, килограмм она весит, какая-то морская рыба. Сейчас я это съем. Стоит где-то нам будет, ну, примерно меньше 100 долларов. Такая креветочка. 90 дирхам килограмм стоила, но она просто гигантская, больше, чем рука. Прошло 10 минут. Мы справились с креветкой-переростком. Он реально был огромный, больше, чем моя рука. Не вырос еще тот лобстер, с которым бы мы не справились. Интересно, здесь выглядят алкошопы, так как продажа алкоголя запрещена. Ну вот в таком виде, как у нас в магазинах, нигде не продаются. Для них такие специальные магазины, полностью с наглухо тонированными стеклами. Ничего не видно снаружи. Сейчас пойдем внутрь, посмотрим цены. Внутри цены достаточно демократичные. Какие-то виски, ну, конечно, неизвестные, 22 дирхама, то есть 400 рублей на наши деньги. Ну и так, в принципе, обычные цены. Red Label 0,75, 52 дирхама, 1000 рублей всего. То есть дешевле, чем в России. Jim Beam 0,75, 58. Вот так выглядят простые жилые кварталы. Как я понимаю, в них живут не местные, а в них живет обслуживающий персонал. Пакистанцы, индусы в таких домиках. Это самые эконом-варианты, что мы здесь видели. Хотя машины у них стоят все равно неплохие на парковке. Обслуживающего персонала, кстати, здесь 90% в стране живет, местных только 10%. В основном пакистанцы, индусы и с Азии, с ближней. Они питаются вот в таких кафетериях, уже азиатского типа, недорогих. Но мы что-то пока побаиваемся в них питаться. В других питаемся в заведениях, но там дешевле, но страшно. Арбузы по акции 2 дирхама килограмм. Нашли такой небольшой базарчик для своих. Здесь цены чуть подешевле, чем в магазине. 5 дирхам мандарины, 7 гранаты, 4 апельсины, помело 5. Кругом небоскребы красивые. Пришли опять на платный пляж. Сегодня тестируем эконом-вариант. Купили 2 таких классных полотенца за 12 дирхам, 25 дирхам. 2 полотенца нам стоили. Заплатили только за вход на пляж по 10 дирхам получается. Тем самым в прошлое с лежаками нам стоило 73, а в этот раз 21. Плюс полотенца, ну, меньше 50. Получается, даже с одного раза полотенца отбились. Посмотрим, насколько удобно загорать на полотенцах здесь. Ну, вроде места хватает, поэтому не думаю, что будут проблемы. Души, переодевалки есть. Глубина пляжа опять не впечатляет. Вон Катя дошла до буйков пешком. И чуть больше пояса. В общем, странно это, конечно. Тем более залив. Вроде здесь не должно быть никаких опасных акул. Но плавать на глубине нельзя. Водичка прозрачная, красивая. Вроде даже пока мусора не видно. Виды на небоскребы. Вот так выглядит
пляжик. Водные покатушки в Абу-Даби. Бесплатный пляж, тоже есть душ бесплатный. Футбольное поле, чисто. Вроде все ок. Кругом красивые дома. Так и не скажешь, что здесь была пустыня и не было вообще ничего. Вот что можно сделать, если есть нефть и нет коррупции и воровства. Инфраструктура в Эмиратах, конечно, шикарная, как для пешеходов, так и для велосипедистов, скейтбордистов и так далее. Смотрите, получается, в центральной части это подземный пешеходный переход над дорогой, достаточно крупной. То есть пешком можете спуститься по ступенькам. А если вы вот на транспорте, например, как этот ребенок, то вы ездите кругами. То есть здесь я сначала не мог понять, что это за лабиринт Минотавра. Вы идете вот по этим дорожкам, а это, по идее, для велосипедов. То есть можно спокойно на велосипеде проехать. Вот так вот по спирали спускаетесь и едете в подземный переход. Подземные переходы тоже красивые, расписанные. Даже фонтан есть в подземном переходе. Да, и не забывайте, что мы в пустыне. Здесь с водой это дела обстоят, по идее, не очень. На подъеме опять можно по ступенькам подниматься, можно на транспорте проехать. Все гениальное просто. Вот такие домики тут. Инсталляция шейха Заид. Человек моет пол на улице. Еще один небоскреб. А вот на одном из тех мы были. Вокруг инсталляции мраморные дорожки. Людей никого. А это уже начинается территория отеля Эмират Пэлас. Рядом с небоскребами Этихад Тауэрс. Человек вечером вытирает мрамор. Хотя он и так чистый. Не знаю, зачем они это делают. То есть его натирают прям до блеска, чтобы он блестел. Слитки золота разного размера. Монетки золотые. И просто много золота. Пляжная инфраструктура классная. Есть души, туалеты. Причем души, туалеты и раздевалки разделены на женскую и мужскую. Это мужская часть. А с другой стороны женская часть. Едем на автобусе. Для выхода надо нажимать кнопку, но единственное, ее надо нажимать только когда автобус остановится на остановке. Также при входе и при выходе надо пропикать карточку вот в таком терминале. На входе и на выходе. Во время движения он также не работает. Передняя часть автобуса, здесь снимать особо нельзя. Передняя часть автобуса для женщин и детей. Мужчины в задней части автобуса сидят. Мобильный интернет мы решили не подключать, сэкономили, используем, как всегда, оффлайн карты Maps.me. Удобно. Можете поставить точку вашего отеля, ехать на автобусе и смотреть, когда вам нужно выходить. 2000 рублей вроде как штраф за то, что приложишь во время движения, пока она заблокирована. Но она вроде как и не дает тебе прикладывать, но где-то читали такую информацию. Хотя нас пока не штрафовали. Также в автобусе запрещено жевать жвачку. Тоже штраф. Сервис в магазине. Сходили в магазин, купили еды. Сейчас расскажу цены. Получается, взял такой чикен-кебаб. Стоит 11,75 дирхам. Это примерно на 20. Сейчас курс к рублю 220 рублей. Попробуем. Салат вкусный. Стоит 2,75. 50 рублей с копейками. Также салат взял оливки с перцем болгарским. 3,70 дирхам. Это 75 рублей примерно. А ананас 6,75 дирхам. Это 130-140 рублей.
какие-то взяли интересные, ну, что-то типа пельменей. Тесто с мясом, ну, правда, холодное, но с соусом 7,50. Где-то 150 рублей на наши деньги. Так, это рис с курицей, но курицы там немного. Он положил один кусочек, пытались его уговорить еще положить. Он говорит, нет, я уже один положил, больше, мол, не положено. 9 дирхам, это 180 рублей рис. Ну, рис получается дорогой, потому что в нем курицы мало. Манго здесь очень вкусный, классный и продается уже порезанным, без косточки. Стоит 10 дирхам, это 200 рублей, 320 грамм. Ну, очень удобно есть порезанный, вкусный, сладкий манго. Также до этого брали миндаль. Миндаль здесь недорогой. Килограмм стоил, по-моему, 600 рублей я переводил. Это $8 килограмм миндаля. Тоже классный, вкусный. Такси в Абу-Даби много, можете легко махнуть рукой. И вот такое такси остановится. Общественный транспорт удобный, на каждой остановке можете увидеть номера маршрутов. Все маршруты общественного транспорта можете увидеть в приложении, называется вот это красное Дарби. Идем в действующий президентский дворец Каср-Аль-Ватан. Ехали на 69-м автобусе. Он здесь останавливается прямо у входа. Прошли досмотр, как в аэропорту. С собой лучше много всяких острых вещей не брать, а то могут придраться. Также еду запрещено проносить, воду, ну хотя бутылка воды у меня была, ничего не сказали. После досмотра везут на автобусе. Заплатили мы 65 дирхам с человека. Это за посещение дворца и световое шоу вечером. Такой автобус серьезный, с подстаканником, с USB-зарядкой. Жалко, что нам на нем ехать только 5 минут. Дворец нас сразу впечатлил. Очень красивый, белый, такой весь светлый. Гораздо нам больше так визуально нравится, чем вот эта большая белая мечеть. Главная площадь, здесь будет вечером световое шоу. Времени 18:09, к нам подошел охранник, сказал, что если вы еще не были внутри, вам надо идти, иначе двери закроются. То есть здесь есть ограничения по входу. Успели, зашли внутрь. Здесь красиво. Это конференц-зал. Сюда приезжают шейхи, проводят конференции. Поразительно, конечно, что в действующий президентский дворец, где реально собираются там делегации различные, приезжают, проводят там, не знаю, собрания, сюда можно зайти, просто посмотреть. Это как в Кремль, считайте, бы просто пускали обычных туристов. Круто. Зеркальный куб. Впечатляет, конечно. Пришли в зал, подарки от правителей других стран. О, ружья какие красивые. Кувейт, Бахрейн подарили. Подарок из Японии. Самурайский наряд. Шузы у него прикольные. Лучший подарок — это книга. Посчитала не одна страна. Банкетный зал на 300 персон, где обмывают крупные международные контракты. Жалко, конечно, что не кормят на этой экскурсии. Так бы поесть из серебряной посуды можно было бы неплохо. Мы, кажется, нашли подарок из России. Его используют. Это самовар. Вон второй. Ну, после самого дорогого отеля в мире, конечно, скромненько здесь. Что-то золота мало. На любителя, в общем. О, смотрите, какой крутой нашли зал для заседаний. Практически ООН. Здесь, видимо, решается
какая цена на нефть будет. Прикольно, конечно, что сюда пускают простых смертных. Так просто посмотреть, поглазеть. Внутри этой люстры есть лестница, куда залезает один человек для ее обслуживания. 8 метров в диаметре, 11 в высоту. Здесь сидят VIP-персоны, здесь замы, а там уже так, зрители. Библиотека с редкими книгами. Древние книги. Еще один зал для заседаний. Здесь проводят арабские летучки. Вот где стоят остальные книги. Но что-то их не так уж и много. Полупустые полки. Видимо, не все купишь за $. В центре находятся отлитые в золоте, ну или позолоченные, точно не знаю, мудрые слова шейха Заида. В такой инсталляции интересной. Все заходят внутрь, фотографируются. Так что всем, кто хочет в золотую клетку, надо сюда. Поесть лучше дома. Сэндвич стоит 24 дирхама, это около 500 рублей. Включили проекторы. Скоро начнется шоу. Вечером дворец смотрится симпатично. В общем, ночное шоу как-то не организовано. Людей много, мест сидячих очень мало. Всем приходится сидеть на бетонных ступеньках. Ну и не очень-то видно. Кстати, мы только к концу отдыха поняли, что у нас из окна нашего номера видно World Trade Center. Это самое высокое здание в Абу-Даби. Высота 382 метра. А мы в него ходили за продуктами в супермаркет и не знали об этом. 382 метра. Огромный просто. Пешеходный переход такой красивый с фонтанчиком. Просто роскошный. Просторно. Внутри торгового центра расположены такие аттракционы, как водная горка, только без воды. За 25 дирхам можете спуститься с верхнего этажа на нижний. Попадаются такие в торговых центрах рынки. Местами индийские, местами местные. Интересные лампы красивые везде продают. Верблюды, куда же без них. Набережная в Абу-Даби красивая. Небоскребы везде видно. Единственное, вот этим островом, на мой взгляд, они все испортили. Это какой-то искусственный остров, на котором тоже что-то будет построено красивое. Но из-за него не видно моря, залива вдаль туда. Получается такое ощущение, особенно когда облачно, как будто ты на речке находишься, ну, на какой-то южной. То есть нету полного ощущения, что ты прям вот на заливе, на море. Вот и подошел конец нашего отпуска в Абу-Даби. Ну что сказать, в целом Абу-Даби нам понравился. Возвращаться сюда мы, конечно, не планируем, но не потому, что здесь плохо, а просто в мире есть очень много интересных мест, где еще надо побывать, поэтому поедем их смотреть. В целом здесь хорошо, нашли под конец чистый пляж с чистой водой. Единственное, солнце очень злое, мы сгорели, даже в конце февраля умудрились сгореть буквально за пару часов. Любителям небоскребов в Абу-Даби понравится, хотя в Дубае, наверное, больше. Пляжный отдых в Абу-Даби возможен, но в той же Турции, я думаю, он будет более комфортным, чем здесь. Хотя, если вам хочется позагорать и на дворе конец февраля, начало марта, то Абу-Даби неплохой вариант. Можно искупаться, вода прохладная, но купаться можно. В той же Турции в это время еще холодно. Панорама с бесплатного пляжа Абу-Даби.
на закате. Привезти из Эмиратов мы решили новый iPhone вместо магнитиков. Айфоны здесь дешевле, чем в России, чем в Армении, поэтому покупать их здесь выгодно. Такси в аэропорт нам стоило около 70 дирхам.